Вас приветствует видео без лишних слов. Сегодня я покажу последствия от неправильного самостоятельного удаления мозолей в домашних условиях. Это видео особо понравится любителям подавить прыщики. Одна из самых частых и распространенных проблем – это мозоли и натоптыши на ногах. Причем независимо от поры года. Это вылазит и зимой, и летом. Причин возникновения много, но основная – это давящая неудобная обувь. К большому сожалению, с этой проблемой пытаются справиться дома сами и без должных знаний. И вот один из этих случаев перед вами. После удаления в салонах мозоль появляется все вновь и вновь. Естественно, потому что никто причину не убирает. Обувь не меняется и рекомендации не придерживаются. Естественно, чтобы не выкидывать деньги на ветер, как считает человек с видео, просто срезать сухую кожу можно дома самостоятельно и еще и не платить деньги, что, собственно, и делалось. В принципе, все было нормально и довольно длительное время. Но через пару дней после крайнего обрезания палец начал пульсировать, дергать, он был горячий, наступать на него было больно, боль была режущая, при нажатии сочился гной. Насколько я поняла, срезать уже было страшно, поэтому палец просто парили в соли. Стало немного легче, но давящая боль не прошла, поэтому эти ноги попали ко мне в руки. Мне срезать не страшно, поэтому я беру стерильные щипчики Stalex Pro Smart 71, 14 мм режущее полотно. Это щипчики для вросших ногтей, но срезать подобные мозоли мне ими намного удобнее, чем глазками. Вначале срезаю лишь верхушку. Всю мозоль сразу срезать невозможно, потому что даже при обычной пальпации клиент ощущает боль. Простите, я простыла. Но как только мы срезали верхушку, при надавливании боль стихла. Я, конечно, подозревала, что после вскрытия появится небольшая капля жидкого обычного гноя, как это бывает при воспалениях. На такое я, конечно, не рассчитывала. Вначале этот червяк лез туго, и клиенту пришлось немного потерпеть. Потом шарик начал вылазить все больше. И потом, когда уже эта капсула лопнула, то полезла, ё-моё, что полезла. Периодически были брызги, там сукровица, но биологические жидкости здесь выкладывать нельзя, потому что видео заблокирует, поэтому я обрезала. И когда уже основная часть вылезла, осталась огромная дыреха. При сильном надавливании там еще, конечно, вылазили остатки роскоши, но ощущения стали сразу значительно лучше. Моментально прошла давящая, пульсирующая боль. Да, конечно, посмотрите, сколько всего лишнего было в пальце, под кожей. И все вот это вот было воспалено и давило. Далее все тщательно протираю спиртовой салфеткой. Значит, почему это произошло? Скорее всего, после среза образовалась небольшая ранка, которую либо не обработали должным образом, либо ничем не прикрыли, а сейчас открытая обувь, огороды, пляжи. И в эту ранку попала грязь, микробы, пыль, и вот это вот все вызвало то, что мы только что видели. И теперь, когда дотрагиваться уже не больно, я спокойно могу срезать весь этот сухой натоптыш. Срезать нужно лишь сухую кожу. От обычной она отличается цветом. Сухая кожа похожа на воск. Она желтая и такая полупрозрачная. Вот это вот все нужно отсечь. При этом интересуемся у человека, не больно ли ему. Аккуратно кончиком продвигаюсь вперед и делаю срез. Если вы обрезаете себе мозоли самостоятельно, лучше не дорезать, чем срезать до ранки и потом страдать. Необходимо двигаться аккуратно по контуру, внимательно смотреть, что мы режем. Завершаем основной срез. Смотрим, с чем предстоит работать дальше. Еще срезаем объемную часть сухой кожи по контуру. Здесь остатки запекшейся крови, пыли, грязи, я не уверена, что это. Но здесь срезать нужно максимально аккуратно, потому что мы подбираемся уже к живому месту, как раз к той самой ранке, поэтому здесь стоит быть максимально внимательным, ведь человеку уже довольно чувствительно это место. Здесь еще есть островок сухой кожи.
Дальше мы прощупываем, где больно, где нет, где все еще не чувствительная кожа и где мы можем еще поработать. По краям палец все еще не чувствительный, поэтому есть кожа, которую можно срезать. А вот в центре трогать уже ничего не нужно. Мы добрались до свежей, новенькой кожи. Срезать уже не нужно, а вот пропальпировать обязательно. Ведь здесь могла быть обычная заноза, которую из-за человеческих факторов мы могли просто пропустить. Обязательно щупаем и тыкаем. После среза обязательно обрабатываем хлоргексидином, средство, которое применяется при гнойно-септических процессах и дезинфекции микротравм. В предыдущих видео меня спрашивали, где его купить. Это средство продается в аптеке, стоит копейки. Если не оно, берите аналог. Оно незаменимо для мастеров маникюра, педикюра, подологов, косметологов. Да и в принципе в домашней аптечке быть должно. Тем более, если вы срезали себе дома самостоятельно. Дальше необходимо зашлифовать срез мозоли. Для этого я беру колпачок для педикюра абразивностью 180 грит. Основные наши движения по контуру мозоли. Не стоит елозить по центру, там место сейчас довольно чувствительное. Во время работы трогайте пальчик, кожа может нагреваться, а это очень неприятные ощущения. Если вы срезаете дома себе самостоятельно и у вас нет аппарата, возьмите обычную пилочку для ногтей. Подойдет абразивность 150 на 180 грит. После обработки обязательно протираем пальчик либо спиртовой салфеткой, либо все тем же хлоргексидином. В ранке нельзя оставить пыль. Далее шпателем я набираю заживляющее, увлажняющее средство. Закладываю его в ранку. На первое время после среза кожу необходимо закрыть, чтобы в возможную ранку не попали болезнетворные бактерии. В домашних условиях это можно сделать обычным дышащим бактерицидным пластырем. А для мастеров я советую использовать гипоаллергенный пластырь Omnifix. Насколько я знаю, им еще накрывают свеженабитые тату. Это нетканный пластырь с высокой воздуха и паропроникаемостью. Он не вызывает мацерации кожи, легко снимается, но при этом прочно держится. Вначале снимаем бумажную защиту, липкой стороной прикладываем к нужному месту, прижимаем. И затем аккуратно снимаем вторую пластиковую защиту. После этого на коже остается тоненькая пленочка гипоаллергенного синтетического каучукового клея. Так кожа надежно защищена и при этом свободно дышит. Также, чтобы клиенту первое время было не больно наступать, так как место все еще чувствительное. И в принципе после удаления таких мозолей желательно ставить разгрузку. Для разгрузки в домашних условиях можно купить в интернете или в аптеке силиконовое или поролоновое кольцо, уже готовое. Для мастеров же выгоднее купить коврик из фетра на клеевой основе. Они бывают разных размеров и разной толщины, предназначены специально для разгрузки. Я использую фетр толщиной 3 мм. Отрезаю кусочек нужного размера, в центре вырезаю круг, диаметр которого соответствует срезанной мозоли. Снимаю защитную пленку с клеевой основы и липкой стороной прикладываю к коже. Необходимо приклеить так, чтобы вырезанная часть совпадала со срезанной мозолью. Важный момент: кусочек наклеенной разгрузки ни в коем случае не должен мешать соседним пальчикам, ведь при ходьбе и на них потом появятся мозоли. Ну вот и все. Пальчик спасли, ранку защитили, на диво дивное насмотрелись. Человека поругали и научили делать правильно. Надеюсь, мое видео было полезным и понравилось. Ставьте лайки и дизлайки, не забудьте написать комментарий. Подписывайтесь на канал и не переключайтесь. Всем мира и добра, дальше больше. Пока-пока.